Пастух шел по узкой тропе между холмов, когда услышал тихий, едва различимый звук, больше похожий на стон, чем на рычание. Обычно в этих местах царила тишина, нарушаемая только звоном колокольчиков на шее у овец. Но сейчас что-то заставило его остановиться и настороженно вслушаться. Пройдя несколько шагов в сторону, он заметил в снегу глубокую впадину, а в ней темный силуэт, который поначалу показался ему обломком дерева. Но когда он подошел ближе, сердце его сжалось, в яме лежал волк. Шерсть свалялась от грязи и инея, ребра резко выступали под кожей, и только слабое движение груди показывало, что зверь еще жив. У пастуха по спине пробежал холодный страх, перед ним хищник, и любое неосторожное движение могло стоить ему жизни. Но вместе со страхом появилась и другая эмоция — жалость. Волк поднял голову и посмотрел прямо в глаза человеку, и в этом взгляде не было ни ярости, ни угрозы, только усталость и безысходность. Пастух чувствовал, как внутри все переворачивается. Он понимал, что этот зверь не протянет и нескольких часов без помощи. Он снял с плеча сумку, достал кусок хлеба и сухого мяса, который готовил себе на обед, и осторожно положил перед волком. Тот сначала не двинулся, будто не веря, что еда предназначена ему, но потом слабо потянулся и начал жадно глотать каждую крошку. Пастух присел рядом, наблюдая за тем, как зверь оживает на глазах. И в этот момент он осознал: это не просто случайная встреча в горах, а мгновение, которое навсегда изменит его взгляд на природу и на хищника, которого всю жизнь считали врагом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.